Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Праздничный салат – это незаменимый атрибут любого праздника, ведь вкусный и красивый салат – прекрасная возможность сделать праздничное меню разнообразным и интересным. 2019 год – год свиньи, поэтому готовить салат будем в виде свинки. Для рецепта мы возьмем отварной картофель, вареные яйца, вареную грудку и вареную свеклу. Дальше грецкие орехи, уксус у меня яблочный для маринования лука, соль, заправлять будем майонезом и еще, все вроде, еще зелень. Все продукты мы очистили, и теперь с самого начала надо решить, из чего мы будем делать ушки и пятачок. Я предлагаю пятачок сделать из картофельного. Вот выбираю самую круглую и отрежу вот такой кружочек, чтобы он получился аккуратный. Выкладываю в контейнер, чтобы не заветрился. Дальше и из яйца сделаю ушки. Тоже аккуратно разрезаем. Мне нужен только белок. И вырезаем ушко. Одно и второе. Так, сформируем такие в форме треугольничков. Они должны у нас получиться. Потом уже в процессе я подровняю, тоже выложу сюда. Начинаем подготавливать продукты. Мы желтки будем натирать на мелкой терке, а белки на крупной терке. Натираем на крупной терке картофель. Мелко нарезаем лук и замаринуем его в уксусе. Яблочным уксусом. Мелко нарезаем куриную грудку. Свекла нам нужна для того, чтобы покрасить шубку свинки, то есть белок. Белок у нас будет шубкой. Поэтому свеклу натираем на мелкой терке и будем выдавливать из нее сок. Выдавливаем сок через марлю. Стараемся не переусердствовать. Жмых не выбрасываем. Его можно заправить сметаной или жмых свеклы, или майонезом и съесть как салатиком. Или просто оставить для селедки под шубой. Так, вот сразу же у нас белок становится таким розовым. Последнее, что нам осталось сделать, это измельчить грецкие орехи. Начинаем формировать салат. Я выложила пленку пищевую в несколько слоев. У меня она тоненькая, поэтому здесь у меня получается вот так вот нахлёст я ее выложила. Первым слоем у нас пойдет картошка. Выкладываем ее и формируем прямоугольник. Готово. Немного посолим. И смазываем майонезом. Следующим слоем у нас пойдет вареная курица. Ее выравниваем, но до краев не доводим. Немножечко отставим, как бы меньше прямоугольничек делаем по размеру. Сверху маринованный лук. Если вы грудку не солили, надо ее посолить. Я отваривала в соленой воде грудку. Так, сверху майонез. Дальше желтки. Желтки можно немного посолить. И смазываем слегка майонезом. И теперь идут у нас орехи перемолотые. И немножко зерен граната. Пару зернышек граната оставляем для глазок. Начинаем скручивать рулет. Делаем таким образом. Прижимаем, заворачиваем
Снова прижимаем. Края рулета мы будем зажимать и немножко сжимаем этот рулетик, потому что у нас все-таки свинка, форма свинки, а не просто рулет. Все, вот в таком виде убираем в холодильник пропитываться где-то на час. Рулет настоялся. Теперь его распаковываем аккуратно и перекладываем на блюдо, где будем формировать наш салат, свиночку. Обмазываем верх свинки майонезом, для того, чтобы хорошо держалась шубка. Теперь берем розовый белок и начинаем его постепенно выкладывать и прижимать на рулет. Оформляем хрюшку. Вот я одно уже ушко примостила, теперь второе буду делать. Мы немножко раскрываем, делаем надрез, операцию пластическую, и вставляем ушко. Аккуратненько, потому что белки ломаются. Так, дальше пятачок. Я дырочки сделала ноздри при помощи вот такой коктейльной трубочки. То есть вот так вот раз, два и готово. Пятачок готов. Дальше глазки. Вот есть у меня тоже, оставила кусочек картошки. Есть у меня такая вот крышечка. Немножко разрежу. Тоже при помощи коктейльной трубочки серединку вырежу. Вставляем сюда зернышки граната и делаем глазки. Вот такая у нас лупоглазая свинка. Ну, можно взять, если формочка будет поменьше, глазки будут меньше. Но у меня лупоглазая свинка. Дальше берем зелень и оформляем. Делаем красоту. Такой салат лучше делать с вечера или с утра, чтобы он успел настояться и пропитаться. Готовьте с удовольствием и веселых вам праздников!